Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я расскажу, как производить расчеты ветровой нагрузки на конструкции, схожие с моим парником. Их я продемонстрирую на своем парнике. Нажимаем на домик, парт. Сейчас мы создадим землю, на которой будет стоять наш парник. Плоскость спереди, эскиз, прямоугольник из центра выбираем и рисуем его так. Далее из кольца быстрого доступа достаю автоматическое нанесение размеров. Эту сторону делаю 12 метров, в миллиметрах указываю, на 9 метров. Далее идем в Features, Extruded Base Boss, вытянутая побышка основания. И делаю на 100 миллиметров. Так. Далее, для того, чтобы она выглядела более реалистично, придам ей какой-нибудь материал. Войду в железо и укажу железо. Apply, Close. Вот, текстура похожая на землю получилась. Теперь файл Save As. Сохраняю папку, которая мне нужна. И напишу земля. — 12 метров на 9 метров. Enter. Теперь закрываем этот файл, нажимаем на домик и выбираем Assembly. Сборку делаем. Теперь сюда вставляем нашу землю и наводим центр координат нашей детали на центр координат сборки. Появляются такие вот значки. Два таких вот значка, центров координат. Когда мы нажимаем, земля попадает в центр сборки и фиксируется автоматически. Теперь переходим в Assembly, Insert Components нажимаем и находим наш парник. Вот, выбираем наш парник и нажимаем Open. Вот он закинулся. Теперь добавляем сопряжение. Выбираем вот эту грань и эту грань. Добавилась взаимосвязь совпадения. Отлично. Теперь заходим в Advanced. И здесь выбираем ширина взаимосвязь. Эту грань выбираем и эту грань. Теперь эту грань и эту. Вот наш парник переместился в середину нашей поверхности. Теперь его перемещаем назад немножко. Идем обратно в стандарт сопряжения. Выбираем взаимосвязь расстояния. Эту грань с этой кромкой можем. И установим 3 метра. 3000 миллиметров. Окей. Окей. И теперь сохраним наш проект. Файл. Save As. И теперь ищем папку, куда мы будем сохранять нашу продувку парника. Все, теперь напишем сборка парника, продувка. Вот так теперь сохраняем. Идем в Flow Simulation, Wizard. Здесь мы выставляем по умолчанию конфигурации. И все по умолчанию. Идем дальше. Смотрим, чтобы давление у нас было в паскалях, а скорость в метрах в секунду. И идем дальше. Здесь выбираем External, тип симуляции наружный. И здесь включаем галочки Exclude Changes Without Conditions, исключить полости без условий течения, и внутреннее пространство исключить, включаем галочку. Далее, теперь выбираем среду, газы и воздух.
Далее здесь по умолчанию устанавливаем шероховатости. По умолчанию. Далее и по оси X устанавливаем скорость 40 метров в секунду. Правильно? Синяя стрелочка указывает направление ветра. Если я устанавливаю вот здесь перед 40 метров в секунду минус, то направление меняется. Удаляю минус в другую сторону. И нажимаем теперь финиш, закончить. Вот у нас создает там расчетную область огромную. Теперь мы ее отрегулируем. Ctrl-8. Бит перпендикулярный экрану. И теперь здесь установим минус 6. С другой стороны тоже 6, только без минуса теперь. По высоте устанавливаем так, чтобы наша Земля была под расчетной областью. Иначе SolidWorks посчитает Землю единственным твердым телом, и у нас в парнике будет бушевать торнадо, что нам не нужно, поэтому мы Землю выносим из расчетной области. Установим 0,1, потому что это 100 миллиметров высота нашей Земли. Теперь по бокам регулируем. 4,5 устанавливаем. И с другой стороны. Только на этот раз минус 4,5. Вот так. А высоту 4 метра. 4 метра. Так. Все, теперь можно приступать к расчету. Идем в Run, расчет, и здесь я использую все ядра и запустить нажимаем. Все, подготавливает модель. Ну, здесь есть кнопка картины в сечении. С помощью нее мы можем разрезать наш парник посередине. Если я указываю, допустим, плоскость сверху, она разрежет нам наш парник. Вот, представим, что это наш парник. И плоскость проходит посередине. Она нам разрежет посередине наш парник. И мы будем видеть то, что происходит сбоку, боковой части. Вот здесь вот как раз идет картина, как будет наш воздух попадать в парник. Вот так. Быть. Убираем плоскость сверху и окей. Вот. Видим эту картину сбоку. То, что происходит с нашим парником сейчас. Закроем это, оставим так. Вот. Завершился расчет. Закрываем его. Заходим в результаты. Траектории потока добавляем. Укажу плоскость справа. Укажу 60 стрелочек. Это плоскость направления, по которому будут идти наши потоки. И нажимаем ОК. Ну вот, создались наши ветровые потоки. Здесь будут. Включим анимацию даже. Вот здесь потоки идут. Так, проходят по крыше парника. И вот здесь завихряются. Остановим. Теперь нам надо перенести эти расчеты в Simulation. Скроем наши траектории потока. Далее идем Tools, Flow Simulation, Tools. И здесь сделаем экспорт результата Simulation. Вот, говорит то, что все результаты хорошо экспортировались. Окей, нажимаем. Теперь идем в Simulation, New Study, статический анализ, окей. Считает соединение в моем парнике, все точки крепления конструкции сварных. Вот, посчитала. Теперь здесь в Flow Simulation вскроем нашу область расчетную. Теперь здесь исключим из анализа
нашу землю. Правой кнопкой мыши и Exclude from Analysis. Вот здесь. Теперь зайдем в парник и проверим, правильно ли наложены все материалы. Выберем одну из балок. Ага, здесь написано Galvanized Steel, оцинкованная сталь. Close. Здесь правильно назначено. Далее посмотрим наш поликарбонат. Ага, PC High Viscosity. Все правильно. Close. Теперь добавим фиксированную геометрию. Fixed Geometry в виде точек. И выбираем наши точки. Вот. Выбрали все точки. И нажимаем ОК. И добавляем силу Flow Effects. Здесь Include Fluid Pressure Effects from SolidWorks Flow Simulation. Включаем галочку. И точки. Вот наш расчет. Enter. И включаем галочку. Запустить устаревшее исследование и исключить напряжение сдвига. И нажимаем ОК. Теперь еще добавляем гравитацию. Плоскости спереди. Направление. И ОК. Все. Теперь нажимаем Run the Study. Ждите этот расчет. Дождем пока делает сетку. Вот произвелся наш расчет. Сейчас мы идем в Displacement. Правой кнопкой мыши Edit Definition. Теперь True Scale включаем параметр. Chart Options. Изменим таблицу на Floating. И включим Show Max Annotation. Максимальный параметр деформации. И нажмем ОК. Вот, мы видим деформацию от нашего ветра. Вот такая у нас деформация получилась. Ветровая. И здесь небольшая деформация от гравитации. SolidWorks специально показал ее более слабой, поскольку у нас есть более сильная деформация от ветра. Далее сохраняйте файл. Сохраним его. Сохранить. Все, теперь убираем наш статик, правой кнопкой мыши и Delete. Теперь делаем клон расчета. Здесь сопряжение переходим. Удаляем сопряжение ширина и удаляем сопряжение расстояния. В Assembly переходим Mate, добавляем сопряжение, Advanced и ширина. Выбираем вот эту поверхность. Правой кнопкой выше, Select Other. И вот эту. Теперь указываем вот эту грань и вот эту грань. Рассчитывает Flow Simulation. ОК. Теперь вот эту грань. Переходим в стандарт. Теперь здесь устанавливаем заместить расстояние и выбираем вторую поверхность, вот эту. Устанавливаем 3 метра. Enter. Enter. Окей. Окей. Теперь переходим в Flow Simulation. Проверяем, чтобы наша расчетная область была такая же, как и в предыдущем расчете. И если она такая же, то нажимаем Run. И запустить. Вот. Рассчитывает, проверяет нашу модель. И вот пошел расчет. Вот здесь идет давление воздуха. Вот так. Дожидаемся, пока закончится расчет.
Закрываем его теперь и проверяем траектории потоков. Вот так. Здесь завихрение и здесь завихрение. Теперь скрываем их. Идем в Tools, Flow Simulation, Tools и Export Result to Simulation. Говорит, что все завершено отлично. Теперь идем в Simulation, New Study, Static, OK. Ждем, пока сосчитает точки. Теперь Землю исключаем из анализа. Скрываем расчетную область. Добавляем зафиксированную геометрию. Добавили, окей. Теперь гравитацию. Плоскость спереди. И добавляем Flow Effects. Include Fluid Pressure Effects from SolidWorks Flow Simulation. Включаем галочку. Теперь выходим из папочки 1 и выходим в папочку 2. Здесь выбираем расчет номер 2 и открываем. Теперь включаем галочку «Запустить устаревшее исследование, исключить напряжение сдвига». И нажимаем ОК. Теперь нажимаем Run the Study. Ждем, пока сосчитается сетка и начнется расчет. Вот, завершился наш расчет. Переходим в Displacement, Edit Definition, True Scale, Floating таблица, показать максимальный параметр давления и ОК. Вот, теперь мы видим, что здесь давление ветра проявилось лучше, то что оно вот с этой стороны, ветер пошел с этой стороны и ударил в бок нашего парника. И вот такое вот пятно надул. И максимальная вмятина, это получилось 0,111 мм. С вами был Алекс Евстифеев. Мы провели расчет ветровой нагрузки на мой парник. И также вы можете его производить на разные конструкции теперь. Всем пока-пока. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки этому видео.